Это Иван, продукт российской пропаганды. После путешествия Ивана в Варшаву он все-таки смог вернуться домой. Да-да, на границе после выстрела в воздух Ивана задержали и влепили 15 суток за пересечение границы в неположенном месте. После отбывания наказания Иван вернулся в родной Задрыпинск. Видео, которое он снял в путешествии, стало неимоверно популярным. Вначале в деревне Задрыпинск, потом в районе, а потом и по всей России. Иван, сам того не понимая, стал самым популярным блогером ватной части российского населения. Апогеем популярности Ивана стал выход на него сотрудников ФСБ, которые поручили деревенскому блогеру ответственное задание. Иван должен отправиться в Берлин, в самое логово врага, и снять там пропагандистский видеообзор о том, как загибается немецкий народ без российского газа и утопает в разврате и нищете. Но сколько еще сюрпризов ожидает Ивана, известно одному Богу и ФСБ. Вы не готовите удар просто сам влетает. То есть тихо, спокойно. Не с плеча, а вот отсюда сразу. Без всякого плеча. А внутри подсобрался. Подсобрался. И тихо, спокойно тебе. База, прием. Это агент Простокваша. Я на месте. Я на точке. И в ожидании, той, которая... в ожидании той, которая... в общем, вы понимаете, кого я жду. Я на месте. Здесь уже все очень подозрительно, как вы и говорили. Что хочу сказать. Людка, если вы смотрите это видео, а меня нет, то меня уже нет. Такова судьба специального агента. Добрый день, дорогие мои подписчики. Я начинаю свой видеообзор «Моя жизнь в Берлине». Вот,
Я обыкновенный турист, обыкновенный. Буду снимать хорошее видео про этот город, да. Штаб, прием. Это все нормально. Никто ничего не подозревает. Мгм. Единственное, не могу со спецагентом Анкой-то состыковаться. То ли прихворала, то ли дорогу найти не может. Ну, баба, в общем-то. А я сегодня буду встречаться со своей подругой, да. Она тут давно живет. Угу, да. Все, увидимся. А, нет, еще забыл. Подписывайтесь на мой канал и ставьте эти... Как они? Гайки. Всё. Вот тебе и все. Вот тебе и агент. Вот так свяжись с бабами, ну. Тоже мне помощница. Ничего еще не сделал, а уже провал. Кто-то меня точно сдал. Иван, здравствуйте. Нихт, Иван. Ну как-то? Ну вы же Иван. Ну мы же здесь договорились с вами встретиться. Ну что же вы? Нихт, Uncle Бэнкс. Иван, ну... Ну вы не поняли, кто я? Господи, ну неужели нужен этот пароль? Не хотите купить белорусскую молочку? А на чистоту ее проверяйте? Жесточайшим образом. Жесточайшим образом. Анка! Агент Анка! Ну давайте так не будем кричать. Я. Да, Ванечка, все очень хорошо. А скажите мне, а кто вот этот пароль придумал? Я? Ну, я так поняла, да. Хорошо, Вань, давайте, наверное, пойдем ко мне домой пройдем. Переоденемся, отдохнем, а там пойдем делами Конечно, заниматься. пойдем, пошли. Ну что, Вань, willkommen in meine Wohnung. О, база, мы со спецагентом Анкой прибыли на конспиративную квартиру. Ваня, ты что, все время планируешь снимать? Что значит планирую? Это моя главная задача, все снимать. Слушай, а ты ж белоруска? Я белоруска. Ну, вообще, я приехала сюда, кажется, лет 6 тому назад, когда в университет поступала как раз. Ну да. А я, когда узнал, что ты с нашей-то Белоруссии, я подарочек тебе приготовил. Да ты что? Да, я, как говорится, не с пустыми руками. И что там у тебя? Кусочек родины. От батьки. Говорят же, что вы, белорусы-то, жить без нее не можете. Да, Вань, слушай, мы без нее вообще жить не можем. Спасибо, классный подарок. Ты, наверное, располагайся пока потихоньку, окей? Я в душ схожу, вот, а после можем с тобой куда-нибудь поужинать, сходить, окей? Окей. Агент Анка, добрый день. Объект Иван нас слышит? Нет, все в порядке. Я спустилась вниз в ванную комнату, поэтому он нас не слышит. Слушайте, ну как-то он совсем не похож на опасного рецидивиста. Не то чтобы на участника СВО. Ну какой-то лопух. Агент Анка, ваша задача не анализировать задание, а исполнять его. Вы что, не доверяете нашей структуре? Нет, вам показалось, все в порядке, да? Проговорим еще раз задачу на сегодня. После вашего ужина в ресторане вы предложите Ивану прогуляться по Берлину и приведете его к Бранденбургским воротам. Там его будет ждать наш агент. Дальше ваша задача одна. Нужно просто снимать происходящее. Хорошо, я поняла. А что будет происходить? Узнаете все в свое время. Мы с вами держим связь через наш секретный мессенджер. Подпишите мой контакт как Андрей Парикмахер.
Хорошо, договорились. Тогда я пошла собираться, а то Иван там, наверное, заждался уже. А мы с вами остаемся на связи. До До связи. встречи. О! Скотина какая-то. Слышь, Анка, а квартиру-то, наверное, государство наше оплачивает. Нет, я ее снимаю. Это я ее снимаю. А платит-то кто? Ну, арендую, в смысле, блин. А деньжищи-то такие откуда-то? Не, ну как откуда? Я работаю дизайнером в агентстве дизайна и интерьера. Как бы могу себе позволить, знаешь? Дизайнер, интерьеры. Хуй занимается. Порошковая. Ну, понятно. Угу. Ich fange an zu putzen. Der Bereich wird gescannt. Это робот-шпион! Die Zimmerreinigung hat begonnen. Это что, шпион? База! Нас раскрыли! На нашу конспиративную квартиру эти немцы заслали робота! Робота-убийцу! Я про таких слышал в кино! Это все их разработки с 43-го года! О, Господи! Глядите! Die Zimmerreinigung hat begonnen. Der Bereich wird gescannt. Я вступаю в неравный бой. Нет, не надо меня отговаривать. Уважаемые мои подписчики, зрители моего канала, если вы видите это видео, значит, меня уже нет. Die Zimmerreinigung hat begonnen. Der Bereich wird gescannt. Ваня! Не подходи, Анка! Не подходи! Это робот-убийца! Я сейчас быстро его обезврежу! Что, блин, тут происходит? Это робот-убийца! Я тебе еще раз говорю! Вы бездумали, что, блин? Это пылесос, робот-пылесос. Никакой тебе не убийца. Сам себе квартиру пылесосит, и никаких проблем у него нет. Что ты придумал, блин? Как пылесос? Ну вот так. Так, что, такие ленивые немцы, что сами поприбираться уже не могут, получается, попридумав всяких пылесосов. Аня, давай заканчивай уже с этим. Я пошла одеваться, окей? А у тебя тут 10 минут на все вот это вот про все. Да, и прикрой вот эту свою срамоту. Я тоже, знаешь, приоденусь. Есть у меня козыри. Так, о. Вот видите? Видите? Ни одного воробья и ни одного голубя. Ну, всю правду говорила Оля Скобеева, когда сказала, что во всей Германии давным-давно съели всех голубей и всех воробьев. Вот, это подтверждение того, что правду говорят в программе «60 минут». Ваня! Вот,
Ваня! Я блог про воробьев снимаю. Ваня, не об этом. Ты что напялил на себя? Что это значит напялил-то ты? Ну чего ты? Я в ДК на прокат взял. Для конспирации. Ну, чтоб слиться, как говорится, со всеми немцами. Они же все так одеваются-то. Ну, что непонятного-то? Ну, понятно. Ладно, упустим этот момент. Поехали. Это ж откуда у тебя такие деньжищи на такую-то тачку? У меня деревню можно купить за такие деньги. Да я ее в кредит взяла. Выплачиваешь себе по 200 евро в месяц и ничего. Ой, не. Знаешь, кредит – это кабала. Я вот как-то 500 рублей в быстром займе взял, так 1000 пришлось отдавать. Вань, ну это ж кредит под 1%. Ну ты чё? Да я не понимаю в этих процентах. Я знаю одно. Ты сначала берешь кредит, потом идешь на игровые автоматы, а потом золотые сережки жены в комиссионку сдаешь. А потом, не дай бог, еще и марихуану курить начнешь. Знаешь, засосала тебя твоя Европа. Засосала. Ну ничего, выкрутимся. Но хочу одно сказать. Машинка добротная. Ну ты, конечно, блин, просто Ваня. Доброго времени суток, мои подписчики. Мы вот с моей подругой Анкой, помаши подписчикам. Мы вот с моей подругой Анкой пришли в берлинское кафе. Да? Пап у них называется. И вот сейчас будем глядеть, что они тут, чем они тут таким кормят. Удивлять будут. Вот так. Вот так. Хорошо видно, да? Да. Что это у нас тут? Ваня, Что? давай, может, я заказ оформлю? Да прям. Баба мне еще будет заказывать. И кто тут мужик, или ты? Что, я не разберусь с меню, что ли? Как и везде. Все тут понятно. А что тут смотреть? Что смотреть вот тут? И так понятно, одна голубятина, да воробьятина вот это. О! Мальчик! Официант! Что? Leise. Чё? Leise. Чё? Sprechen leise, nein. Чего? Харсуан, иди сюда. Вань. Да ты представляешь, что так зовут в кино, так же? Харсуан, официант, иди сюда. Иди сюда, я сказал, ну. О. Алло? Это... Нихт голубятина шнеля. Wie bitte? Ты что, не понимаешь, что это? Ту, голубятина, порции, ту. Ich verstehe Sie nicht. Какой-то он бестолковый-то, ну. Смотри, мне нужна ту порции голубятины. Голубятина. Вань. Entschuldigung, es tut mir leid. Weiter. Давай я просто сделаю заказ. Ой, успокоишься. изображаешь. На, нужно подумать. So, wir möchten etwas, einige aus traditionelle Gerichte versuchen. Was haben wir hier? So, eine Knopfzwicke. Как она шпрехает на этом-то немецком-то, ну? Поди не отличишь от настоящего фашиста. Это как-то подозрительно. Еще и с таким удовольствием-то говорит. Будто это и не вражеский язык-то. Но етить колотить, какие же у нее ножки. Вот бы с ней на сеновале. Конечно, с ней это... Алло, А, что? ты пока втыкал, нам уже пиво принесли. Какое пиво? Что? Нет, ты что, может, на работе? Нет, нельзя, мне нельзя на работе Ну никакого как пива. нельзя? Это же национальный немецкий напиток. Ты считай, если не попробуешь настоящего немецкого пива, ну, можешь сказать, что в Германии не был. Так это что получается? Это мне как бы, ну, что мы на работе, это как бы не то, что можно, а нужно как бы для работы. Ну, конечно, Вань. Так вот, подписчики, все для вас. Я бы, конечно, эту гадость вот в этот вот вообще не пробовал бы вовсе.
все для вас, чтобы вы посмотрели, какое оно погонючее. Так что все только ради вас. Давай, Вань. Прост. Че рост? Прост, говорю, прост, на здоровье. А, да, давай. Ваня. О. Ты мне лучше чего это? Ты мне вот что скажи. А как ты, начала сотрудничать? Ты поняла, Как начала сотрудничать. Ты знаешь, это, кстати, получилось тогда, когда я ровно сюда переехала. Познакомилась я как-то с компанией «Наш». Вот. И там оказался один, кто сотрудничал с белорусским. Ну и что? Привлек меня решать мелкие вопросы. Я тогда еще за границей не была, и денег как такового не было, да и мысли в голове были другие. Это какие такие другие? Я тогда еще не знала, что все вокруг враги. Ты понятно, молодая, это глупенькая, глупышечка, это понятно, конечно. Да. Ничего, мы скоро всех их здесь, этих врагов-то освободим, победим, и все будет по-нашему. Поэтому давай, дайте выпьем. А я тебе говорю, что это голубятина. Ты же сам видишь, что это бред, Ваня. Это как бред, я тебе говорю, вот голубятина просто замаскированная под какую-то там свинятину. Это точно. Едим мы голубятину. Это кто мы? Я имею в виду люди, живущие в Германии, не едят голубятину. Да, ты просто глупенькая просто-напросто, и ты не знаешь, потому что у тебя нет нормальных источников информации. Вот если бы ты жила в России, как я, то ты все точно знала, что в Германии уже нет еды, у них экономика в упадке, поэтому они едят голубятину, понимаешь? Ладно, как говорится, уже заплачено, поэтому, дорогие подписчики, все ради вас. Будем пробовать вот эту вот гадость. Давай уже пробуй там. Да, сейчас вот. Так. Попробуем, что это за фуфло. Ну чё? Здесь невозможно. Это просто очень, очень отвратительно. Это просто жуть какая-то. Но, как говорится, делать нечего. Придется доедать. Поэтому... Achtung. Hallo, Hans. Wie geht es dir? Ganz gut, und selbst? Gut? Ja, bei mir auch. Hi, Hans? Иван. Das ist Hans und das ist Gertrude. Das ist meine Freund. Kein Problem. Это, если что, мои друзья, поэтому не переживай. Они свои. Друзья, это хорошо, друзья я люблю. Это хорошо, когда друзья, это замечательно, да.
Alles gut? Вань, ты чё? Es ist echt spät, wir sollten so langsam nach Hause gehen. Ванечка, она говорит, что ребята хотят пойти домой, а мы с тобой пойдем. Куда домой? Не, Вань. не. Никто никуда не идет. Мы сейчас все вместе идем туда. Вань, Я сейчас... Вань, давай, пожалуйста, отпустим людей. Никаких отпустим, мы дальше... Ты что забыла? У нас же задание, ты... О, у нас же задание. Так, все, сейчас я все это сниму. Так. Ну-ка. О! Привет, мои любимые подписчики. Это я. А это Ганс. Он вот такой мужик. А такой. А нет, это Ганс. Он настоящий немец, да. Он тот, который гад, который тут ничего, да. Да, вы думали. Вы думали, мне легко тут? Ганс. Гансушка, ну. Пойдем гулять, а? Ja. Ну, ты скажи, ты вообще Берлин видел? Да какой ты ничего там не видел? Я тебе сейчас такой покажу Берлин. Так будет прогуливаться. Я тебе могу показать, чтобы ты знал. А ты так понимаешь, уже не могу понять. Скажи-ка мне, пожалуйста, а что за демонстрация? Они же кого-то встречают, что ли, еще не могу понять? Ой, Ванечка, я боюсь, тебе это будет тяжело понять. Чего это мне должно быть тяжело понять? Ну, потому что Ваня это девушки древней профессии. Доярки, что ли? Нет, Вань, путаны. Это они что, за Путина? Вань, путаны это секс за деньги. Тормозим. Что я вам рассказать? Я тебе говорю, что мы на самом деле... Посмотри, какие кони! И заперли же туда коней-то, ну! Ты понимаешь? Вот это ж надо тебе такое придумать! Заперли туда вот таких зеленых лошадей! А хуй они такие взяли ты? Скажи-ка, пожалуйста, лягушек я помню. Да ну, ты глянь, ну. Вот это... А что это такое? Я не их видел. Смотри, а по Берлину... Ваня, слышишь меня? Чё? Это не какие-то там лошадки. Это очень знаковое место Берлина, с которым тебе очень сильно, прямо сейчас, Ганс Шнель, Ваня, нужно сняться. Это что такое вообще? Ну, это Бранденбургские ворота, Вань. Бранденбургские. Я понял, Давай, сейчас... короче, давай, Вань. Давай. Просто неимоверно. Я нахожусь возле Бранденбургских ворот. Это оттуда, откуда наша красная доблестная армия тут всем, выдавала. Так вот. И я сейчас вам покажу, смотрите. О, кролик. А, это я знаю, дружище. Понимаешь, он сейчас, я к нему только подойду, а у меня собака будет сразу брать с меня евро за фотографию. Нет, это я знаю. Опача. Микки Маус.
Сейчас будет хорошо. Подожди. Ну иди ты отсюда. Что ты пристал? Я еще не понимаю. Опа! Кролик, иди сюда. Смотри, кролик, иди сюда. Кролик, смотри. Давай ты мне теперь давай евро за фотографию, понял? Смотри, я так рад тебя видеть, ты даже себе представить не можешь. Ребята, смотрите, Микки Маус и кролик, друзья. Вот это получается вот комедия. А еще мы находимся в таком месте. Слушай, кролик, а давай пойдем со мной. Ребята, смотрите, кого я нашел. Микки Маус и кролик. Так что, вот понимаете, в чем вся приколюха. Ваня, просыпайся. Герой-любовничек. Ванюша, просыпайся, а то проспишься свои блоги. Это я что делал-то в твоей постели-то, ну? Ну как чё? Мы вчера, когда поздно домой вечером пришли... Ну как пришли? Я пришла и тебя принесла. У тебя проснулись какие-то амурные чувства, и ты так сопротивлялся идти на диван, что... Что? Ну что? Позвал на свой сеновал. Ой. Да ладно тебе, Вань. Даже чисто гипотетически, даже если бы что-то и могло произойти, то точно не вчера, Вань. Ты уснул ровно на середине фразы «Полезай на сено». Все, Вань, ладно, давай вставай. Или, подожди, может, лучше называть тебя мой кролик? А кролик-то тут при чем? Ой, ёпти! Это откуда-то, ну? Откуда-то? От верблюдка. По видео посмотришь потом. Давай, вставай, нам сегодня прогуливаться по самому сердцу Берлина. Людка, видит Бог. Я... Кремень. Агент Анка, что это было вчера? Да и я хотела спросить, что это вообще было. В задании говорилось, что мы устраняем опасного рецидивиста с пользой для Родины. А он просто какой-то болван, не то что уж рецидивист. Агент Анка, вы забываетесь. Задания не обсуждаются агентами, а выполняются. И то, что он так втерся к вам в доверие, скорее говорит о вашем непрофессионализме, а не о том, что служба вам дала неправдивую информацию. Может быть, я не знаю. А во-вторых, вы вчера сорвали операцию. Почему так случилось? Потому что ваш объект дорвался до своей слабости. И после бокала пива его уже было не остановить. И когда мы пришли на точку, сдерживать его какими-либо усилиями было невозможно. Опустим это. Сегодня продолжайте гулять объект по достопримечательностям Берлина. Инструкции получите в мессенджере. И давайте, чтобы без эксцессов сегодня. Хорошо. А где планируется следующая операция? Узнаете все в свое время. Его убьют, и я буду к этому причастна. Но если я откажусь, моя жизнь также будет в опасности. Что мне делать? Простокваша. Доброе утро, уважаемые подписчики. Сегодня ваш блогер немножко пригрустнул. Наверное, вчера было очень хорошо, а сегодня не очень. Ну, в общем... Ванечка, ну ты чё там приуныла, а? Так и будешь целый день сидеть? Или, может, пойдем?
Дай сюда. Продолжаем мы мой блог. И вот сами глядите. Ужас-то какой, ну. Срамота. Der Nationalregierung auf den Gebieten des wirtschaftlichen Lebens. Nicht für die Wirtschaft. Und die Wirtschaft existiert nicht für das Kapital, sondern das Kapital ist der Welt und die Wirtschaft dem Volk. Unterbruch. Der uns in den 14 unten Bildons gemachten Zusicherungen begann für Deutschland, das heißt für das schaffende deutsche Volk, eine Zeit grenzenlosen Unglücks. Wäre auch ohne weiteres bereit, seine gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen und den kleinen Rest, der ihm verblieb. Слышь, Анка, возьми, подержи, а. Анка, Что? это... А займи Еврос. Я сейчас. Давай. Ну, теперь вот можно и поработать. О, вот туда пошли. Продолжаю, как говорится, рассказывать вам про загнивающую жизнь вот этого Берлина и нахожусь в очень серьезном месте. Очень важное место. Это место между светлым будущим и загнивающим Западом. Это место между духовностью человека и гомосексуалистами. Это место между мамой и папой и родителем номер 1 и родителем номер 2. Это место между Владимиром Путиным и Байденом. Фу. Это контрольно-пропускной пункт между ГДР и ФРГ. Так что вот, посмотрите, Давай. любуйтесь. Мощно. Да. Так а что ты встал-то? Пойдем, я тебя сниму, что ли? Куда ты меня снимешь-то? Ну, вот там фоточку сделай. А, фотографии давай, конечно. Да, давай, идем. Так ты просто маленькая, глупенькая. Ты еще тогда не жила. А Советский Союз, это мощь была, это сила. Да нас все боялись. Да до сих пор все боятся, потому Вань, что мы... блин, ну ты чё? Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Ваня, ты чё, блин, совсем тронулся? Да какой трон? Ты знаешь, кто это такой? Ты что, глупая? Ты не вздумай такое мне говорить. Ты великий товарищ Сталин.
Так, дорогие мои подписчики, подписываемся на канал, ставим лайки. Я, как обычно. И хочу вам вот что рассказать. В данный момент я нахожусь на памятнике Великой Отечественной войны. Ну, как памятник. Как и все у них в этой Германии, понимаете, сделано все как попало. Вот понаставляли, как говорится, серых шлакоблоков и сказали, что это памятник. Вечного огня нету. А знаете, что нету вечного огня? Да потому что газа у них нашего нету. Вот и вечного огня у них нету. Могли бы, я не знаю, солдат нашего поставить, что ли, который прикрывает своей грудью еврейскую девочку. А нет, вот этот памятник называется. Ваня, а давай-ка ты туда вовнутрь зайдешь, я тебе классные кадры запилю. Вот молодец, Анка. Глядишь, вот уже скоро сама блогером станешь, Конечно. ну, как я. Чтобы все увидели твои шлакоблоки. Мои шлакоблоки. Так. Еще? Да, еще давай. Вань, еще дальше. Еще. Ага. Ага, хорошо, давай. Ванька, Простокваша, ты чё тут? Нихт. Какой нихт? Я твой подписчик на ВКонтакте, твоих видосов 1000 раз переглядал. Вот, это хорошо. А я вот приехал вот поснимать вот этот Берлин, вот этот вот весь вот. Слышь, а как живет? Тебе тут расскажи. Лет 10 уже как переехали тут. И сын учиться пошел, и вот так вот. А по родине-то скучаешь? Ой, по родине еще как скучаю. И вот природа, вот это все, и стабильность хочется, как вот у нас там. Да и за батьку переживаем. Чтобы, не дай бог, эти БЧБшники там не перемогли. Это да, это точно. Так а чё не возвращаетесь-то, ну? Ну вот вернуться, это уже как вернется. Сын учиться пошел, квартира тут. А тут деньги такие, что в Беларуси не заработать вообще. Понимаешь, куда уехать? В общем, учимся и маемся, как можем, выживаем. Ну, понятно. Ну, очень рад был вас видеть. Спасибо, что подписаны. Вот, спасибо огромное. До встречи. Давай, ну все. Агент Анка, прием. Агент Анка, прием. Агент Анка, вы на связи? Почему я раньше не закончила сотрудничество с ними? А теперь выходит, что я тоже стану убийцей. Я не могу позволить этого. Иван, конечно, еще голова телевизор, но, может, хоть что-то человеческое в нем осталось. Я должна открыть глаза ему на то, во что он так свято верит. Он должен все понять. Вот видал, Анка? Вот что значит знаменитость. Вот что значит, когда тебя люди на улицах узнают, а? Ну, не знаю, Вань, насколько это хорошо или плохо, учитывая с твоим секретным заданием. А что плохого-то? Это ж свои, это ж наши-то, ну. Ваня, я должна тебе кое-что рассказать. Чего? Ну, ты на самом деле многого не знаешь. Ты же здесь не просто так находишься. Конечно, не просто так. Я же, ну ты же в курсе, что у нас задание. Ну, что Вань, это правда очень важно. Я все время думала, как тебе об этом сказать. Ну, в общем, сегодня тебе на это... Тихо. Это ж он? Это что, он, что? Это ж он. Это ж... Истинной мудростью управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся! Мы идем! Гойда! Гойда! Садись, заткнись и слушай меня. С самого начала, понимаешь, твоей вот этой так называемой операции цель была совсем другой.
Ты не должен был снять видео о том, как хреново жить в Германии. Нет, там должно было произойти твое убийство. Именно в этом видео, Вань. А знаешь, что было бы потом? А потом оно разлетелось бы к чертям по всему миру. О том, как немецкие нацисты безжалостно убили ни в чем не видного русского блогера. Я про тебя, Ваня. Это все американцы. Да какие в жопу американцы, Вань? Это русские, ФСБ. Да ну, что ты такое мелешь? Да ну... Ты мелешь. Хорошо. Я тебе расскажу. Первый раз, Ваня, это должно было произойти у Бранденбургских ворот. Вот там, когда ты веселился с этим классным кроликом, он на самом деле, Ванечка, киллер. И когда бы ты пошел с ним фотографироваться, он бы тебя убил. И знаешь, тебя спасло только то, что ты был пьяный в зюзю и напялил на себя голову Микки Мауса, понимаешь? А ФСБшникам не нужно видео, где кролик убивает Микки. Ты все еще меня слушаешь? Тогда я продолжу, Вань. А второй раз это должно было произойти у мемориала Холокоста. Вот там, как ты называешь эти бетонные шлакоблоки, тебя должны были убить. И тебя спасло только то, что появился так твой называемый фанат. И, кстати, я хочу тебе сказать, что это я ему написала, да. Это тебя спасло, Вань. Тогда спасло. Но сейчас, здесь, возле Рейхстага, тебя уже ни хрена не поможет, Вань. Тебя хотят убить свои. Так, это что получается-то? Это получается, все, во что я верил, это неправда. Это, получается, все, что говорят мои любименькие Оль Скобеева с Володей Соловьем, они, получаются, просто пропагандисты? Это власть в моей стране из народа делает дураков. Это выходит, что мы ни на кого не нападали. В Украине одни нацисты. Это все чушь. Анка, не пизд... За Родину. За Сталина. За Путина. Деды воевали, и я не посрамлю. Россия встанет с колен. Специальная военная операция окончена. Оставили тебя, хлопцы.
И всё.